Добро пожаловать в Mount & Blade Bannerlord с хардкорным глобальным модом Восточная Европа 1259. Bannerlord — культовая игра, в которой идеально переплелись открытый мир, симулятор, экшен и даже элементы РТС. Игра в меру хардкорная, даже на самом высоком уровне. Но для опытных игроков этого, конечно, мало. И тут на сцену выходит модерская комьюнити. Моя сборка основана на глобальном моде Восточная Европа 1259, а также RBM, который уже стал базой. Вообще, этот глобальный мод привлек меня возможностью поиграть за Русь в один из самых сложных периодов ее существования. И то, что мод добавляет хардкора, стало для меня приятной неожиданностью. Честно сказать, такого роста сложности я не заметил даже когда переходил с ванилы на RBM. То, что вы заметите в первую очередь, это лучники. Этот мод просто переучит вас вообще к ним подходить. Ибо они стали не только точнее, но, что куда страшнее, умнее в выборе целей. И как только вы на лихой лошадиной тяге по привычке захотите влететь в их строй, то они тут же нафаршируют ваш зад стрелами. Про осады я вообще молчу. Забудьте вообще о возможности захвата какой-либо крепости меньшим количеством войск. И это только небольшая часть изменений. По настройкам сложности, конечно же, максимальная на одном сохранении и с опцией окончательно потерять спутника или даже самого себя. В сборку также входят различные моды для улучшения удобства игры, иммерсивности, расширения крафта, а также мои патчи, которые адаптируют некоторые моды под глобальные и многое другое. В общем, подробное описание сборки будет в моем телеграм-канале и на Бусти. Добро пожаловать! Как же нам не повезло родиться в наше время. 20 лет назад татаро-монголы вступили на русскую землю. И только объединившись, русы смогли бы дать отпор проклятому игу. Но даже перед угрозой уничтожения княжества так и не смогли договориться. Я рос обычным кузнецом, неравнодушно наблюдающим, как увядает мой народ. И больше всего на свете мечтал увидеть его расцвет. Но юношеские идеалы, ради которых я бросил то единственное, что у меня было, быстро разбились о суровые реалии. Сдавайся, князь! Порой мне страшно думать о том, что я успел натворить. Но единственное, что я могу сделать для тех, кто уже сложил головы за наше будущее, это отбросить сомнения и не останавливаться. Ростов – один из древнейших и влиятельных городов Руси. Именно здесь наш род Мстиславичи вот уже несколько поколений владеет городской кузницей. И я должен был ее унаследовать. Об этом мечтал мой отец, но искренне не желал я. Часто к отцу приходили ратники, которые рассказывали о сражениях и хвастались своими успехами. И пока мы чинили его оружие, я слушал и наполнялся этой воинской удалью. Работа в кузне с каждым днем казалась мне все более унылой. Поэтому, скрывшись от взора отца, я иногда брал добротный меч и размахивал им, воображая себя дружинником, сражавшимся за честь нашего князя Ростовского.
В возрасте 16 лет я тайком записывался на городские игрища. Это было хорошее место и для того, чтобы заработать денег, и чтобы проявить себя. Что-что, а оружие это я держать умел, и руки мои были крепки. Святослав, да что ты творишь? Дружинником тебе никогда им не стать. Всю жизнь будешь за боярином пожитки таскать, да под стрелы ложиться. А коль увечья нанесут, то и вовсе не надобен станешь. Надеяться, что отец не заметит ссадин и ран после игрищ, было очень глупо. И все же слышать такое от отца больно и обидно. Но мою грусть быстро развеяла новость. Сотник князя разглядел во мне потенциал на тех игрищах. Он смог убедить отца, я собрал свои вещи, и мы расстались, не проронив ни слова. Прибыв в полевой лагерь, я впервые увидел старшего дружинника. Господь Бог! Какое это прекрасное зрелище! Дорогие дощатые доспехи поверх кольчужной рубашки. Статный, красивый боевой конь. Все было подогнано идеально по размеру. В арсенале и копья, и мечи, и луки. Он обращался искусно с любым видом оружия. Когда-нибудь я обязательно стану таким. Ну а сейчас я Грить, воин, входящий в состав младшей дружины. Мне предстояло выполнять разные неприятные обязанности, но самое главное, было позволено участвовать и в тренировках с отрядом, и в боевых столкновениях. Несмотря на отсутствие войн, время было крайне неспокойное. Ведь прошло всего 10 лет с момента нашествия Орды на наши земли. Русь тогда выдержала, но осталась ограбленной, униженной, раздробленной и зависимой от Золотой Орды. А это привело к засилию разбойников и дезертиров. Без нашей защиты ни одна деревня не смогла бы жить спокойно. К каждому такому бою и даже тренировке я подходил очень серьезно. Часто лез на рожон, чем порой бесил других. Довелось мне также проявить себя и в межкняжеских воинских состязаниях. Это такие игрища, на которых князья выставляли своих лучших воинов на потеху честному народу. Победа на таких состязаниях – честь для князя, ведь это означает, что его дружина сильнее прочих, а значит и сам князь первый среди равных. Спустя годы тяжелой службы моя удаль снискала мне почет. Я стал хорошим воином. На военных тренировках я уже мог свободно тягаться с некоторыми старшими дружинниками. Однако мирным временам пришел конец. Прокатились слухи, что Орда увязла в своей войне с Персией на востоке. Тогда же погиб великий князь Владимирский Александр Невский. Он был лоялен Орде и старался пресекать любой бунт, что спасло Русь, по мнению некоторых, от полного уничтожения. Однако наследника для великого княжения он не оставил. И пока разгоралась усобица между его сыновьями, усобицы начались и между княжествами. Княжества западнее Владимирского один за другим начали провозглашать свою независимость. Утратили свою силу и ордынские ярлыки.
Первым взбунтовалось Новгородское княжество, или правильнее сказать республика, так как там всегда была сильна власть боярских группировок. Ранее они уже оказывали сопротивление против введения Ордой регулярной дани, но теперь, кажется, все было куда серьезнее. Вслед за независимостью последовали и войны. Князья, забыв о родственных узах, жаждали расширить свои владения. Так, о своих претензиях на наш город Ростов провозгласил князь Тверской Ярослав Ярославич. Борис Василькович тут же приказал собрать полки под свой стяг. Взяв острог Углич, принадлежавший Ярославскому княжеству, Ярославич с дружиной стал лагерем вблизи Ростова и послал гонца в Ростов с требованием сдачи. С юга шло подкрепление с отрядом Квашнина, чтобы в случае отказа взять Ростов силой. Но Борис Василькович упредил Ярославича и атаковал его войско. В бою нам не хватало конных войск для перехвата конной дружины Ярославича. Поэтому мне представилась честь воевать в рядах старшей дружины. Правда, я был еще не очень-то опытен везде верхом, да и выдали мне пожилого коня одного из бояр, а посему управлялся я с трудом. Однако мне удалось меткими выстрелами выбить из седла несколько бояр противника, а потом и вовсе ранить самого Ярослава Ярославича. Это не решило исход битвы. За нами и так был кратный численный перевес, но склонило опытное войско к ранней сдаче. Сразу после разгрома Тверского войска наш князь решил взять в осаду Углич, и меня он поставил старшим над лучниками в левом крыле. Очень скоро наша пехота прорвалась с флангов при помощи осадных машин, и у обороняющихся не осталось ни единого шанса. Взятие Углича стало началом похода нашего княжества против Тверского. И тут ко мне обращается сам Борис Василькович, изъявляя желание наделить меня новыми полномочиями и совершенно неожиданными обязанностями. Этот поход надолго оставит его земли без присмотра, отчего он просит меня остаться здесь и оберегать окрестные земли от разбойников, а также набирать и обучать ратников, а после отправлять в его полки. Это было не просто повышение, а настоящий взлет. Мне выдали хорошего коня, новые кольчужные доспехи и отправили в Освояси. Удивительно, как война меняет правила. За много лет усердного труда в мирное время я добился лишь небольшого продвижения по службе. А теперь же, буквально за 2 битвы, я сначала встал в один строй к старшей дружине, а затем и вовсе стал доверенным лицом самого князя. Для выполнения моих новых обязанностей князь также выдал мне грамоту, позволяющую набирать молодцев в городах и деревнях, а также солидное жалование из княжеской казны. Внезапно на мои плечи лег огромный груз ответственности. А как же это все было организовано у князя? Разведка, обоз, провиант, строительство лагеря и переправ – всем этим занимались отдельные конкретные люди. В полке князя у меня были друзья, так необходимые мне и сейчас. Это Ярослав, он состоял в группе дозорных князя, и Прибалт Вилкас, был лагерным мастером. Мне удалось убедить князя забрать этих двух к себе в отряд, и отныне мне есть на кого опереться. За остальными же мне пришлось отправиться в Ростов. Вспомнилась мне одна горожанка, Далия, из балтийского роду. Работает в корчме, а когда-то была успешной купчихой, пока ее обоз не разграбили. Навыки ее – то, что мне сейчас нужно. Но кого взять в лекаре, у меня даже сомнений не было. Это Анна, моя подруга детства и дочь лечца. Мы росли вместе, жили буквально на соседних улицах и часто ходили вместе с родителями в городскую церковь.
Нужно было поспешить. Князь не дал четких сроков, но проедать княжескую казну мне не хотелось. Поэтому с раннего утра и до заката я обучал молодых ратников. Вилкас и Ярослав были уже достаточно опытными воинами и по большей части помогали мне с тренировками. А вот девицам пришлось нелегко. Никакого снисхождения не было, они отхватывали наравне с другими. Ведь врагу на поле боя будет все равно, кто перед ними стоит. Не успев полностью укомплектовать отряд, я уже старался совершать вылазки из города для перехвата небольших отрядов и лагерей разбойников. Тем самым я не только мог отчитаться князю, что уже приношу пользу, но и закалял воинов в реальных битвах. Прошел год. Пожар войны продолжал гореть по всей Руси, а я собрал уже отряд, насчитывающий 7 десятков крепких ратников. Тверской поход не принес результатов, однако удалось удержать Углич, а последующая война против Белоозерского княжества завершилась захватом Острога-Вологда, что сильно растянуло наш патрульный маршрут. И в один из дней, возвращаясь из Вологды к Ростову, я заметил надвигающееся войско Ярославского княжества под предводительством Владимира Васильевича. Кажется, регент Анна Глебовна осталась недовольна результатами войн, так как территории вокруг ее города стали нашими. Время долго думать просто не было. Я отправил гонца князю, но было понятно, что он никак не успеет прийти на помощь. С одной стороны, у меня есть своя работа, и участие в осадах не моя обязанность. Но с другой, меня стала преследовать мысль о том, что участие моего отряда может стать переломным фактором. Я развернул свой отряд и направился к Вологде. Ростислав Вологодский, посадник Острога, принял мой отряд и организовал оборону. Большая часть войска противника состояла из наемников, а значит, нам выгодно тянуть время. Как только противник построил осадную башню, мы тут же совершили вылазки за стены. Восстанавливать уничтоженную башню ярославский воевода не стал и пошел в осаду с одним лишь тараном. Его уничтожение я сразу взял на себя. Пара сброшенных камней и таран развален. Однако это еще далеко не победа. Противник лезет на стены с помощью лестниц, а воевода был ранен, и мне пришлось взять на себя дальнейшее управление обороной. Сдержать противника от сбирания на стены мы уже не могли, их было слишком много, но это оказалось и ненужным. Я приказал всем отступить вовнутрь острога. Противник столкнулся с проблемой, пехота была не способна спуститься со стен без ранений, а лестницы мы предварительно убрали. Вскоре они догадались направить на стены лучников, но мы старались прицельно их выстреливать, не давая закрепиться на стенах. Противник отступил, чтобы перегруппироваться. В этот раз лучники почти сразу отправились на стены, но лучшие из воинов были уже потеряны, а оставшийся сброд был не способен их прикрыть. Отчего осаждающие быстро потеряли былую храбрость. Ярославское войско сняло осаду и уже направилось в свой город. Однако было быстро перехвачено и окончательно разбито войском Бориса Васильковича. Этот подвиг не остался незамеченным. Князь решил даровать мне надел, маленький клочок земли, но он был очень важен, ведь это означало, что с этого момента я стал боярином.
Да, как же я был наивен. Это село просто дыра, проблемы которой теперь легли на мои плечи. А я ничего в этом не понимаю. Я воин, а не землевладелец. Жалование впредь не поступает с княжеской казны, а оброк села настолько мизерный, что едва покрывает пропитание дружины, не говоря уже о жалованиях и снаряжении. А посему, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, мне стало необходимо часто и желательно хорошо воевать. Очень хитрый ход, княже. Был вариант двигаться с войском Бориса Васильковича. Там, конечно, трофеев больше, но было много знатных бояр, которые косо зрели на обычного горожанина, получившего земли за военные заслуги. Поэтому я выбрал роль отдельного мобильного отряда для перекрытия снабжения и перехвата схожих по размеру отрядов противника. Дабы снять с себя часть тактических задач, я привлек в свою дружину Георгия Праведного. Это был огромный, почти двухметровый богатырь, который с детства учился владению мечом. Но меч — это очень дорогое удовольствие, до недавних пор мне недоступное. Но вместе с тем, меч на Руси — это яркий символ власти и могущества. Так что отныне я буду не раз просить Георгия поучить меня этому мастерству. Летом 61 года мне выпала честь сопровождать князя в дипломатическом визите в Великий Новгород. Матерь Божья! Мне, конечно, рассказывали, что это один из величайших городов Руси, но увидеть его своими глазами – совсем другое дело. Новгородский Кремль встретил меня деревянными воротами с иконой и широкими стенами, за которыми возвышался Софийский собор – крупнейший каменный храм Руси. Турниры тоже отличались от ростовских. Здесь было много наемников и рыцарей Запада. Говорят, столь же великий был Владимир, пока его не разгромили ордынцы. Кстати, о них. Один из тем обсуждения князей и высших боярских групп была подготовка к возвращению Орды. Наш князь и бояре пламенно утверждали, что необходима совместная подготовка к угрозе от Золотой Орды, что княжество к северу-востоку продолжает выплачивать дань, а сама бывшая Монгольская империя раскололась на враждующие улусы. И только благодаря этим причинам мы все еще не испытали на себе ордынскую кару за неповиновение. Я проникся этими доводами. Если дела действительно обстоят так, то возвращение Орды – просто вопрос времени. Но Новгородское княжество никогда не сталкивалось с Ордой и не пострадало от ее нашествия, а оттого не представляло, насколько это серьезно. Новгородских бояр больше интересовали земли на западе, поэтому они тратили свои силы на войны с Истляндией и Тевтонским орденом. Уговоры Бориса Васильковича не увенчались успехом, но с другой стороны развязали руки. Опасности со стороны Новгорода ожидать не стоит. По возвращению Василькович собрал совет и озвучил следующую нашу цель – Тверское княжество. В совете я участвовать не мог, еще слишком низко было мое положение. Я узнал о решении позже и сразу же обратился к князю. Оставлять в тылу Ярославль просто нельзя, он ведь точно попытается снова напасть. Но князь меня не послушал, хоть и позволил остаться мне на защите владений. Мои предостережения оправдались. Как только князь увел войска, ярославские начали бесчинствовать на нашей земле. Собрать армию для осады они не решились, ограничившись лишь разбойными нападениями на незащищенные поселения. Мы с моей сотней старались поджидать момент, когда один из отрядов был занят грабежами. Такие отряды были близки по численности, но сильно уступали в качестве и дисциплине. Однако, пока мы уничтожали один такой отряд, 3 других в это время грабили другие села. Ярославские даже не чурались платить наемникам, обещая долю от награбленного. Один такой налет закончился для наемников плачевно, когда наша сотня настигла их на мосту близ деревни Скнятина.
Все это сопровождалось обилием писем князю с просьбой вернуть часть войск для защиты поселений, на что приходили лишь отказы. Спустя 2 месяца князь с войском вернулся. Военный поход оказался дорогим, но добиться значимых военных успехов не удалось. Так еще и несколько сел были разграблены ярославскими. На очередном совете, куда меня уже пустили как слушателя, я позволил себе дерзость в отношении князя. Но я ведь искренне родил за наше дело и видел, что сейчас самое удачное время забрать Ярославль и покончить уже с этим княжеством. Князь все это время был категорически против осады города. Ходили слухи, что он имел некую связь с дочерью регента Ярославля. Я в это не верил, и вообще все эти интриги и подковерные игры были не для меня. О чем я очень скоро сильно пожалею. Другие же бояре поддержали эту идею, ведь некоторые из их поселений как раз и пострадали от набегов. Им все же удалось убедить князя. На защите Ярославля был гарнизон численностью 450 человек и около 300 ополченцев. Борис Василькович велел моей сотне выступить первой и отрезать Ярославль от возможных подкреплений, пока сам князь собирает войско. Простояли мы так около 3 дней. Я уже решил начать постепенно обустраивать осадный лагерь. И это стало большой ошибкой. В назначенные сроки войско так и не явилось, а ярославский гарнизон вышел из города и атаковал. Несмотря на чуть лучшую подготовку и дисциплину нашего отряда, враг превосходил по численности аж в 3 раза. На мгновение я испытал страх, не столько за свою жизнь, сколько за дружину, но я собрался с мыслями. Было очевидно, что лобовое столкновение, тем более уж в чистом поле, нам просто не выдержать. Ну и просто постоянно отступать тоже ничем хорошим не закончится. Тогда я решил обмануть противника, показывая решимость начать битву. Важной задачей первого столкновения был разгром немногочисленной легкой кавалерии, которая больше всего помешала бы будущей тактике отступлений. И с этим мы справились. Пока войска противника приближались, мы лучниками интенсивно их обстреливали, но перед непосредственным столкновением я командовал отступлением. Такой маневр удалось провернуть дважды, почти без потерь уничтожив около 100 воинов. Казалось, что скоро силы уравняются, но на деле отряд уже вымотался и пал духом, а противник все еще кратно превосходил нас по численности. И все, что мне оставалось теперь, найти хорошую позицию для последнего решающего боя. Словами не передать, как я паршиво себя чувствовал. Моя жизнь всегда была стремительна, а эти 2 года заточения растянулись как будто на полжизни. Не проходило и дня без размышления о случившемся, о своей вине, своей судьбе и предназначении. Из-за того, что я был боярином, мое заточение было весьма мягким. Мне только запрещалось иметь оружие, выходить за пределы города, и было необходимо соблюдать распорядок дня. И я все свое свободное время проводил в Ярославской церкви за молитвами и исповедями. В моей голове было множество вопросов. Ответы на некоторые я находил сам, но некоторые крамольные мысли не давали мне покоя. И с этими мыслями я решил обратиться к отцу Астафию. «Не страшись власти, чадо мое, ведь апостол Павел писал: твори добро и получишь от нее похвалу. Ведь власть носит меч и карает тех, кто зло сотворяет. Она служитель Бога, слуга тебе во благо».
Из этого заточения вышел уже совсем другой человек. Юношескую наивность и удаль сменила строгость и расчет. Первой моей целью стало восстановление дружины. Второй – укрепление отношений с другими боярами. Поиск единомышленников среди них. К очередной войне с Тверским княжеством я был уже готов как никогда. Пока армия князя шла на осаду Кашина, я разбил сотника Ростислава у села Скнятина. А затем присоединился к осаде. В этой осаде моя сотня показала себя наилучшим образом. Мы перебили почти четверть обороняющихся и первыми заняли ключевые позиции. Все это я обратил в решающий политический удар и добился признания завоеванной крепости в качестве моего надела. Взятие Кашина открыло для меня новые возможности. Моя сотня постепенно превращалась в полноценное войско, и для управления несколькими десятками я призвал верных мне младших бояр Бориса и Илью. С получаемым серебром я обращался экономно. Я копил и ждал подходящего момента. И, к счастью, мне улыбнулась удача. Ярославское княжество нарушило мирный договор, а значит война, а с ней новые обсуждения о необходимости взятия Ярославля. И тут князь совершает фатальную ошибку. Сославшись на сложность осады Ярославля и нежелание терять людей, он заявил: если кто-то из бояр хочет, пусть сам и осаждает. Обычно дружина у бояр состояла из одного или двух сотней и не имела доступа к княжеским осадным инженерам. И в таком виде проводить осаду было просто бессмысленно. Но тщательно все обдумав, мы с дружиной нашли решение. Я пригласил наемников с севера, всего лишь на одну осаду, но пришлось им оплатить долгую дорогу с перевозкой осадных машин. Это стоило мне всего накопленного серебра. Шанса на ошибку у меня просто не было, поэтому город пришлось знатно потрепать, чтобы подготовить к штурму. Из-за страха поражения я приготовился к самому худшему. Но когда дело дошло до штурма, оказалось, что я приложил даже слишком много усилий. Осажденные не смогли оказать ни малейшего сопротивления. Это событие стало колоссальным ударом по влиянию князя. Уважение к нему бояр, даже самых верных, пошатнулось. Сложись обстоятельства иначе, и будь князь более решительным и жестоким, то, думаю, в этот момент мой путь бы и закончился. Но этого не случилось. Более того, какое-то время спустя, перед очередной войной с Тверью, князь заболеет. Отныне он не сможет участвовать в дальних походах и станет руководить из Ростова, что еще больше отдалит его от боярских кругов. Война с Тверью началась с осады Углича войском Ярославича. Мы успели его отследить, предупредить гарнизон Углича и подготовиться к осаде. В ходе боев Ярославич был ранен и попал к нам в плен. Это был лучший момент для начала ответного похода на Тверь. В этом походе я снова вспоминал отца. Еще будучи в заточении, я как-то поймал себя на мысли, что чуть больше стал понимать его злобу. Ведь когда-то давно, еще во времена татаро-монгольского нашествия, когда войска хана Батыя подошли к Ростову, бояре, не желающие жестокой расправы, просто открыли ворота. Ордынцы не стали разрушать мирно сдавшийся город, таковы были их традиции, но забрали юношей в свое ополчение. Среди них был мой старший брат, и через несколько недель он погиб при осаде Кашина. Мать не выдержала горя, заболела и умерла, а мой отец остался один с маленьким ребенком. Наверное, любой человек в такой ситуации не смог бы совладать с эмоциями. Но каждый раз, когда я вспоминал последние сказанные им слова, меня одолевала обида. Тем более он оказался неправ. Но за все это время прийти ко мне и просто признать ошибку он так и не соизволил. Наконец, дойдя до Твери, мы начали подготовку к осаде.
Без Ярославича тверские отряды были расстроены, но все же осмелились напасть, имея двойное численное преимущество. Перед этим мы уже выбрали хорошее место на холме, чтобы защитить осадный лагерь. Не дожидаясь общего сбора, первым показался Гавриил Данилович Квашнин. Он вел за собой несколько объединенных отрядов и имел самую сильную кавалерию, которую он разделил на две части. Одной он приказал обойти холм и напасть с тыла на лучников, а второй – поддержать пехоту в лобовом столкновении. Как я не пытался прикрыть тыл, но кавалерии все же удалось забраться на холм и внести сумятицу в ряды лучников. Однако взбираться по снегу, на холм, на коне – дело непростое, отчего набрать скорость для удара было невозможно. К тому же медленная мишень – это мертвая мишень. Ужасные потери, а затем и ранения самого Гавриила обратили тверяков в бегство. Мы покинули холм и стали их преследовать, дабы не дать им воссоединиться с подходящими отрядами Глеба Васильковича, бывшего князя Белозерского, который присягнул Ярославичу после потери всех своих владений. Помимо своих войск, Глеб также вел гарнизон из Твери, но вид в панике удирающих отрядов Квашнина не придали удали войску Глеба, отчего оно было быстро разбито и также обращено в бегство. Так как гарнизон Твери был разгромлен, защищать город было по сути некому, и жители просто открыли нам ворота. Остатки Тверской знати и их войска укрылись в крепости Волоколамск. Мое же войско было ослаблено, а какую-то часть пришлось оставить на защите Твери. В итоге осада вышла крайне жестокой. Знать не хотела сдаваться, а провести штурм мне не хватало сил. В блокаде крепость продержалась больше месяца. Люди умирали от голода, их боевой дух был на грани. Только тогда я почувствовал, что можно начинать штурм. Не могу назвать эту победу славной. Мы просто растоптали умирающих от голода вояк. Со знатью врага мне пришлось поступить хитро, демонстрируя не только силу, но и благородство. И как только Тверское княжество лишилось последнего владения, я их всех отпустил. Я чувствовал, что мне пора укреплять влияние не только внутри своего княжества, но и за его пределами. Следующие 2 года для меня были одними из самых тяжелых. Я всеми силами пытался укрепить запад княжества, но князь то и дело провоцировал войны с Торопецким княжеством, чтобы меня ослабить. Я чувствовал себя зажатым в тисках. Воевать с Давыдом Мстиславичем я вообще не считал правильным. Его княжество прикрывает с запада границу с Новгородской республикой. И следующей целью, если мы хотим объединить и укрепить Русь перед внешними врагами, как раз должен стать Новгород. Войны шли с переменным успехом, но в целом мне удавалось удерживать Тверь и Волоколамск. Каждый раз, когда я разбивал войско Торопецкого князя, я старался обсудить с ним мир, а еще лучше договор о ненападении. Но я просто не имел права говорить от лица всего княжества. Максимум, чего мне удалось добиться за время этих войн, это взаимной симпатии, что, конечно же, тоже сыграет свою роль. Тем временем отгонять от себя плохие мысли стало уже невозможно. В глубине души я ждал, что князь умрет от болезни, а его просто сменит более достойный представитель династии Рюриковичей. Но, к сожалению, он постепенно шел на поправку. В какой-то момент передо мной стал выбор. Или он меня рано или поздно таки изживет, или я его. Поднять бояр на бунт не самое сложное в этом пути. Допустим, мне даже удастся его свергнуть, а дальше что? Я просто кровью выстелю дорогу другому человеку, которого потом пригласят на княжение.
Сам же я не являюсь потомком Рюрика, а значит и князем стать не могу. Долгое время эта проблема сводила на нет возможность мятежа. Пока на одном из визитов в Торопце я не узнал о Ефросинии Давыдовне, дочери князя Торопецкого. Княжна была очень своенравна и дерзка. Ходили слухи, что именно по этой причине она в свои 30 все еще не замужем. Признаться честно, найти к ней подход было даже сложнее, чем получить согласие Давыда Мстиславича. Но теперь, когда у меня под рукой есть человек, который может стать формальным правителем, я начал приготовление к мятежу. Конечно, Ефрося, узнав об этом, сразу поняла, для чего я ее взял в жены, но она как будто бы и не расстроилась. К концу лета 1266 года все было готово. Мы составили список обвинений, среди которых плохая защита границ, нарушение традиций, игнорирование мнений старших бояр, а также в блуде. Мы раскопали ту историю с дочерью Анны Глебовны. Большая часть знати и некоторое духовенство нас поддержало. Этого было достаточно для начала похода на Ростов. По сути, главными очагами власти князя оставался только Углич и сам Ростов. Но с самого начала все пошло наперекосяк. Собрать большую армию в условиях мятежа было невозможно, а попытки пробить только лишь своей дружиной многочисленный гарнизон окончились неудачей. Мор голодом целого гарнизона своего же княжества мог стать препятствием для законности власти. Но другого выхода у меня тогда просто не было. Время играло на руку князя. Он мог обратиться за помощью к другим княжествам или привлечь наемников. Как только гарнизон был истощен, я снова предпринял попытку осады. И снова провал. Предыдущая неудачная попытка заставила меня поменять стратегию. Вместо штурма пехотой я решил выставить ее перед крепостью в стене щитов, в надежде, что так наши лучники перестреляют обороняющихся. Эта глупость привела к чудовищным последствиям. Обороняющиеся смогли перестрелять наших лучников и принялись осыпать стрелами плотные строи пехоты, среди которых даже не у всех оказались щиты. С горем пополам мы расправились с лучниками на внешних стенах, но противник отступил вовнутрь. В этот момент была еще возможность отступить и подготовиться получше, но я повел войска на штурм. Результат был предсказуем. Большая часть войск была уничтожена, чудом удалось спастись полсотни здоровых и еще столько же раненых. После разгрома мы отступили в Кашин залатывать раны. В тот момент я заметил странное ощущение, что каждый новый провал в моей жизни все меньше ударял по мне. Из-за этих провалов я ни на секунду не впал в отчаяние, потому что у меня уже был наготове запасной план. Большая часть старших бояр, примкнувших к мятежу, не желали напрямую в нем участвовать. Но стало очевидно, что без них мне просто не справиться. Пришлось обещать им в случае победы новые территории. Так мне удалось привлечь еще 250 воинов. И с таким численным перевесом мне наконец удалось захватить Углич. Если бы в какой-то из этих моментов на помощь осажденным пришел бы Борис Василькович со своей армией, то, думаю, на этом мой путь бы и закончился. Но мои опасения оправдались. Он отбыл на юг заручиться поддержкой Владимирской знати. Но, к его сожалению, собрать большое войско он так и не смог, ровно как и успеть к штурму Углича. С Владимирского княжества шло войско Святослава Брониславича. Они с Борисом должны были вот-вот воссоединиться, и это был лучший момент, чтобы порознь разбить их войска. Сначала мы выцепили отряд Бориса Васильковича. Затем, получив подкрепление от еще одного старшего боярина, мы настигли Брониславича. Восстановив войско воями из гарнизона Кашина, мы отправились к Ростову. Ростов захвачен, а значит мятеж удался. Борис Василькович и все его сторонники были изгнаны. И в этот радостный момент ко мне приходит еще одно известие. Ефрося родила мальчика. Не иначе это был знак Божий, что я делаю все правильно. Как только пыль войны улеглась, мы готовы были объявить, что этот мальчик законный князь. Ну а мы с Ефросинией будем править как регенты, пока он не достигнет совершеннолетия. Да, фактически с этого момента я стал новым ростовским князем.
Мои успехи уже точно невозможно было отрицать. И раз уж отец сам не является, то я решил его к себе вызвать. Явился по твоему зову, княже. Чего надобно? Старый дурак. Даже в таком положении он не захотел признавать свою неправоту, хотя наверняка понимал, зачем я его позвал. Я злился и проклинал его, пока через неделю не пришло известие, что он умер. Но почему? Почему он не сказал мне тогда, что уже при смерти? В доме, рядом с купчей прадеда на кузницу, я нашел прощальное письмо. Святослав, я пишу это письмо, потому что никогда не смог бы сказать это тебе лично. Когда ты ушел из дома, я был полон ненависти и грусти. Я был уверен, что ты угробишь свою жизнь почем зря, оставив наше наследие, наше дело, нашу кузницу на обветшание. Все эти годы я ждал, что ты хотя бы навестишь старика. Но когда я вновь увидел твой надменный лик, сидящий на троне, я узнал в нем себя. Этому безграничному упрямству ты научился у меня. И, наверное, оно помогло тебе добиться таких высот. Мне жаль, что я так и не смог побыть для тебя хорошим отцом. Но я хочу, чтобы ты знал. Больше всего на свете я бы хотел сейчас сказать тебе, как сильно я тобой горжусь. Вся моя годами копившаяся злоба в одночасье испарилась, оставив зияющую пустоту. Кажется, это такая простая вещь, просто сделать первый шаг и поговорить. Но я это осознал уже слишком поздно. В тот момент я пообещал себе, что о нашей кузнице узнает вся Русь и даже за ее пределами. Так я надеялся, что смогу почтить честь отца и искупить вину. Однако много времени скорбеть у меня не было. Нужно было приступать к делам государственным. Первым шагом стало подписание союзного и торгового договора с Торопецким княжеством. Теперь я уже мог говорить с Давыдом Мстиславичем от лица всего княжества, а наличие его дочери в качестве соправителя укрепило твердость нашего союза. Вторым шагом – реформирование войска. Меч давно стал символом статуса, но это было крайне дорогое оружие. Я ввел новые стандарты, в которых образ дружинника состоял из прочного закрытого шлема, большого щита и длинного копья. По этим стандартам я начал тренировать и экипировать личную гвардию, в надежде, что эти стандарты подхватят и другие бояре. Параллельно я привлекал опытных западных кузнецов и наладил поставки качественной стали, чтобы самим научиться создавать лучшее снаряжение, а не покупать на заказ, как это было ранее. Любые изменения, особенно глобальные, часто встречают сопротивление. В моем же случае они еще и задевали сложившиеся устои и традиции. Да и легитимность моего правления для многих была сомнительна. Сплотить людей вокруг себя, показав эффективность всех нововведений на войне, я тоже не мог. Для завершения реформ было необходимо несколько лет. Я, конечно, старался опираться на веру и духовенство, и даже закрепил это на новом гербе. Но этого было мало, и я не нашел иного решения, кроме как начать гонения на представителей Орды. Несмотря на давний отказ платить дань, на Руси все еще оставались ставки данщиков, баскаков и ордынские купцы. Народ ничего не забыл и продолжал открыто их ненавидеть. Как только слухи о казнях распространились, ростовский баскак попытался укрыться, но мы с дружиной выследили и перебили весь его отряд. Этим решением я заслужил людскую любовь, но обрек на нас гнев Орды, ведь баскак – фигура неприкосновенная, а его убийство – это личное оскорбление хана. Если бы не эти обстоятельства, то я бы никогда такого делать не стал. Так прошло 4 года. Кузнечное ремесло в нашем княжестве достигло небывалых высот. Главной кузницей княжества стала, конечно же, моя, ростовская.
Многие соседние княжества стремились заказать у нас оружие и броню, но в первую очередь мы снаряжали собственную растущую армию. А для ближайшего моего окружения были созданы поистине уникальные образцы брони и вооружения. В этот момент настало время для третьего шага – привлечения на свою сторону изгнанных бояр. Множество бояр и даже бывших князей лишились владений, когда их земли были захвачены. Так, Новгородская республика все захваченные земли делила внутри своих боярских кругов, а прежних владельцев отправляли в изгнание. Я объявил, что по закону эти люди не должны были лишаться своей земли, и пообещал вернуть им владения, если они мне присягнут. В ходе переговоров удалось привлечь на свою сторону Ярослава Ярославича, бывшего князя Тверского. Позабыв старую вражду, он согласился присягнуть мне на верность с условием возвращения Твери ему на кормление. Вместе с ним присягнул и один из самых влиятельных его бояр – Квашнин. Ему я вернул замок Волоколамск. Кроме того, присягнул и бывший князь Белоозерска. Ему я вернул Вологду и пообещал Белоозеро, как только мы отвоюем ее у новгородцев. Именно этот город стал первой целью. Я повел за собой небольшое войско, но это были лучшие из лучших, поэтому осада была долгой. Гарнизон изматывался голодом и постоянными обстрелами. Штурмовать я не спешил, каждый воин был на вес золота. И благодаря такой тщательной подготовке обороняющиеся были просто сметены. Осада Белоозера ознаменовала начало нашей военной кампании. Планы были крайне амбициозными. Ни много ни мало захват Великого Новгорода и всей восточной части княжества. Атаковать мы решили по двум направлениям – северному и западному. Северное войско должно было захватить все владения вдоль восточной и северной границы, вплоть до Ладоги, закрепиться, восполнить силы, затем двинуться на юг, соединиться с западным войском и уже вместе ударить по Новгороду. Момент для вторжения мы выбрали не случайно, в разгар войны новгородцев на Западном фронте. Мы ожидали, что новгородцы перебросят часть войск именно на юго-восток, ибо вторжение мы затевали вместе с Торопецким княжеством. По этой причине западная группа была максимально усилена. Ее задача – уничтожить основное войско противника, занять Торжок и Руссу, а затем ждать северную группу, дабы совместно осадить Новгород. Именно по этой причине мое войско было немногочисленно. Но этого должно было хватить, чтобы уничтожить гарнизоны удаленных территорий и небольшие боярские отряды. В Остроге Оланец гарнизон был крупнее, там обучали молодых воинов для других крепостей, но защитные сооружения Острога были не способны нас задержать. Поэтому мы быстро прорвались вовнутрь и уничтожили всех, кто отказывался сдаться. С той же легкостью мы взяли город Ладога. Однако сразу после этого до меня доходят плохие известия. Западное направление встретило ожесточенное сопротивление. Две огромные новгородские рати вынудили войско Глеба и Ярослава отступить за стены Твери и Кашина, которые мы укрепили еще до войны. Я понимал, что исполнить изначальный план стало невозможным. Но именно умение быть гибким и приспосабливаться отличает хорошего воеводу от плохого. Противник занят на юге, но на защиту Новгорода он бросит все возможные силы. Поэтому я решил закрепиться на захваченных землях и взять Опеченский посад.
Как только крепость была захвачена, я узнаю о том, что от новгородской рати отделилось войско ладожской боярской группы и направилось на север. Очевидно, что ладожские бояре жаждали вернуть Ладогу, поэтому я устремился обратно. Но не успел. Войско под командованием Василия Борисовича было вдвое больше нашего. Чтобы его одолеть, нам нужно было преимущество. Мы встали лагерем недалеко от Ладоги и отправили разведчиков. Вскоре разведка доложила, что войско Василия вышло из города и направилось дальше на север, чтобы отвоевать Олонец. Мы последовали за ним, выждали момент, когда его войско немного потрепается при осаде Олонца, и атаковали. Ладожские бояре были повержены, многие из них попали в плен. Не теряя времени, я сразу же взял в осаду Ладогу. Но из западного направления пришла весть, что Тверь и Кашин выдержали осаду. Новгородцы отступили и были вынуждены пойти на переговоры. Наше войско тоже было истощено, сил для новых захватов уже не оставалось. Поэтому мы заключили мир, по условиям которого новгородцы отдавали Ладогу, а также заплатили выкуп за прекращение войны и за освобождение пленной знати. Казалось, что война возобновится, как только новгородцы пополнят свои войска и перегруппируются, но на деле перемирие продлилось целых 2 года. Все это время мы наперегонки наращивали силы. Никто не решался сделать первый шаг. Новгородцы, поняв, что главная угроза теперь на востоке, пытались сначала разрешить конфликты на западной границе. Им даже приходилось отказываться от некоторых ранее завоеванных земель в обмен на соглашение о ненападении. Ну а мы не решались, потому что большая часть войск новгородцев теперь сконцентрирована у нас на границе, а не на западе, как это было в начале Первой войны. По опыту предыдущих войн я осознал всю эффективность небольшого, но элитного и мобильного войска, которое обходит крупные сражения, проводит молниеносные штурмы крепостей, а также перехватывает и с легкостью уничтожает столь же немногочисленные армии противника. Ради этого пришлось издать некоторые законы, а недовольство ими бояр заглаживать щедрой раздачей владений. Так, к началу новой войны мне удалось расширить свою дружину аж до 1000 человек. Тем временем обстановка на границе была накалена до предела. Достаточно было маленького огонька, чтобы война снова вспыхнула. И летом 1274 года это случилось. В этот раз мы не могли предугадать, куда противник бросит больше сил – на север к Ладоге или на восток к нашей столице. Поэтому разделили силы в соотношении примерно 2 к 3. Задача наших армий в любом направлении – удерживать противника как можно дольше, изводить его и не давать отступить в случае чего. Я же переждал несколько дней, а затем созвал дружину и с территории Торопецкого княжества выдвинулся на холм. Однако очень скоро на горизонте показалось войско Гаврила Алексеевича численностью 2300 человек. Я тут же снял осаду и отступил. Но потом, надеясь перехватить войско, отправил гонца, чтобы выслали подкрепление с другой стороны. Но я совершил ошибку. Преследуя противника, я подошел слишком близко и не успел отреагировать, когда войско развернулось. И тут я понял, что меня заманили в ловушку. Это было необычное войско. В нем находились самые влиятельные бояре Новгородской республики и даже главы боярских группировок. Этот бой окажется самым сложным и ожесточенным в моей жизни. Местность на поле сражения предрасполагала к кавалерийскому бою, сухая и ровная поверхность, так что в передовой полк я разместил больше конных войск, чем обычно. Основное звено лучников я разместил на невысоком пригорке. Это небольшое, но все же преимущество. Вспомогательное звено было приставлено к нашей кавалерии. Их задача – совместными усилиями быстро уничтожить правое конное крыло противника. Кавалерия в построении клином должна была прошить плотный строй противника, а лучники – расстрелять замешкавшихся.
Для защиты основного звена лучников с левого фланга я разделил пехоту пополам. Я понимал, что сильно ослабляю центр, но рассчитывал победить на флангах раньше, чем рассыплется фронтовая пехота. План сработал безупречно. Противник был разгромлен в каждом из направлений и был вынужден отступить. Заметив, что второй полк противника имеет совсем немногочисленную кавалерию, я вывожу вспомогательное звено лучников вперед и разворачиваю, дабы они могли обстреливать пехоту с фланга. Эта атака также не увенчалась успехом. Наши пехотные звенья были совсем истощены, поэтому я приказываю оставить левый фланг. Вспомогательное стрелковое звено и кавалерию я отправил нанести как можно больше потерь отступающему полку. На подходе третий, основной полк противника. Он состоял из большого количества легкой конницы, которая шла по флангам, разделившись по 100 человек. Пехотным звеном прикрыть левый фланг я уже не мог. Пришлось перебросить туда нашу кавалерию. Но была еще одна проблема. У вспомогательного звена лучников закончился боезапас, а резервы постоянно использовались для пополнения основного стрелкового звена. Но у меня возникла идея. Я приказал лучникам взяться за копья и, ощетинившись, занять круговое построение. Таким образом я еще и прикрыл правый фланг от кавалерии противника. И как только противник вязнет в сражении, я вывожу из резерва свежую сотню пехотинцев, чтобы окончательно подорвать удаль новгородцев. К сожалению, догнать всех мы были не в состоянии. Мое войско было измотано, и я решил отступить, дабы набраться сил. Противник попытался собрать сбежавших и перегруппироваться, но соотношение сил было уже явно не в его пользу. Мы гнали их через леса, пока они не уперлись в гористую местность, откуда бежать больше было некуда. Благодаря этой славной победе, уже в начале войны мы получили колоссальное преимущество, пленив большое количество знати. Собрав 2500 воинов, я направился на штурм Новгорода. Город был взят без особых проблем. День взятия Новгорода должен был стать самым радостным днем моей жизни. Но пришли известия, которые омрачили этот праздник. В штурме погиб мой дорогой друг и талантливый сотник Павел. Дальнейшие события были как в тумане. Дни в походе я проводил в думах, сомнениях о правильности своего пути. Злость к себе сменяла злость к врагу и наоборот. В это время войско брало одну крепость за другой.
И только на осаде крепости Холм объявился Михаил Федорович, посадник Новгородской республики. Congratulations. Смерть Михаила Федоровича заставила новгородцев подписать позорное перемирие. Посадник в Новгороде – самая важная должность, намного важнее, чем князь. Именно Михаил был связующим звеном между влиятельными боярскими группировками, решал их споры, искал компромиссы. У меня не было ненависти к нему, наоборот, мне всегда представлялась его должность весьма незавидной. Но без него все эти крысы, как в банке, начнут жрать друг друга, станут неспособными дать совместный отпор угрозе. Понадобится время, пока они найдут кандидатов на замену, согласуют их и утвердят посадника на вече. А для нас это драгоценное время, которое позволит закрепить наше завоевание. События этой войны сильно ударили по моим убеждениям. Меня ужасало то, в кого я превращаюсь. Сколько еще жизней должно быть унесено ради свершения моей цели? Я вспоминал себя молодого, смотрящего на боярина и мечтающего стать таким же. Насколько же представления и мечты были далеки от реальности. И как же быстро желание быть благородным и стремление к благородным целям разбились друг об друга. Если бы мне показали будущее тогда, я бы, наверное, лучше остался обычным кузнецом. Но могу ли я остановиться сейчас, прекратить эту бойню, попытаться договориться со всеми и жить в мире? Нет, не могу. Я уже переступил черту. Ордынцы вырежут всех уже за отказ платить дань, не говоря уж о казни Баскака. А теперь еще и новгородцы не простят нам казнь Михаила. И тогда выйдет, что все эти жертвы были напрасны. Но если я соберусь силами, если я не потеряю хватку, отброшу сомнения и продолжу идти вперед, дипломатией или силой объединять русские земли, то тогда у нас хотя бы будет шанс на победу и на спасение. Этими сомнениями я не мог ни с кем поделиться. Для людей я не должен выглядеть слабым. Изредка делился с Ефросиньей, но по большей части я оставался с этими мыслями наедине. Наш союз с Торопецким княжеством сослужил нам добрую службу. Настало время окончательно закрепить наш союз. Давыда Мстиславича мне удалось склонить к присоединению, но не все бояре были на это согласны. Война была короткой, закончилось все быстро и с малой кровью. Следующая война с Новгородским княжеством началась всего через год после завершения предыдущей. Сначала мы двинулись к городу Плесков и взяли его в осаду. Захватив этот город, мы по сути отрезали противника от его северных территорий. И пока мои тысячники продвигались на юг, вдоль восточной границы, я повел войска на север и занял Гдов и Копорье. После чего вернулся в Плесков, восполнил потери и двинулся на юг, захватив Изборск, Остров и Опочку. На юго-востоке тем временем моими боярами также было захвачено несколько крепостей. Переведя дух и восстановив силы, мы двинулись дальше. Во время осады Дриссы новгородцами была предпринята последняя попытка перехватить инициативу. Они напали на нас с тыла, в надежде, что гарнизоны ополчения крепости выйдут к ним на помощь и окружат нас. Но обороняющиеся побоялись покидать стены. Так очередное войско новгородцев было на голову разбито.
После этого поражения новгородские бояре до конца войны больше не пытались атаковать, а только отсиживались в крепостях. Каждый город или крепость в этих краях имел большой гарнизон и высокие крепкие стены, что было для меня непривычно, ведь у нас на Востоке такое редко встречалось. К счастью, к этому моменту к нам уже массово присоединялись бояре с разных уголков Руси, и после каждого штурма мое войско пополнялось свежими силами. В последующие несколько месяцев мы как лавина прокатились до южной границы Новгородского княжества, захватывая одну крепость за другой. И зимой 1279 года, взяв крепость Свислочь, мы навсегда покончили с Новгородской республикой. И пусть до объединения всей Руси было еще далеко, но мы контролировали огромные территории от Меньска до Плескова и от Плескова до Белоозера. Мне предстояло наладить дипломатические отношения с западными и южными соседями, заключать союзы или хотя бы договоры о ненападении, убеждать их в необходимости сплотиться против угрозы с востока. Внутри же нашего Великого княжества я планировал продолжить военные реформы. Конфликт между улусами бывшей татаро-монгольской империи утихал, так что я буду копить силы и готовиться к неминуемому наступлению Орды. Ведь больше всего на свете я боялся именно этого дня. Но я и подумать не мог, что он наступит так рано. Когда мы шли с военного похода на север, нас настигло ордынское войско численностью 1200 человек. Я же был лишь со своей ближайшей дружиной. Отступать не было смысла. Войско ордынцев состоит исключительно из искусных кавалеристов. Эти воины за всю свою жизнь проводили в седле больше времени, чем на своих двух ногах. Однако неожиданно нападать сразу они не стали, а их военачальник изъявил желание со мной поговорить. Сдавайся, князь. За кровь Баскака вы все равно ответите сполна. Но наш хан милостив сегодня. Распусти войско, и мы казним только тебя, твоих соратников и каждого 10-го в назидание. Я попросил время обсудить это предложение с дружиной, но на деле использовал его для поиска лучшей позиции и построения. Нам повезло, что ордынцы настигли нас в густом лесу. Здесь конница не столь эффективна, как в чистом поле. Единственная тактика, которую я мог придумать, состояла в следующем. Я уже знал, как обычно действуют ордынцы. Они обычно используют тактику ложного отступления. Но если противник явно закрепился на месте, то они начнут кружить вокруг построения и посыпать все стрелами. И как только ряды противника расстроятся, тяжелая конница мощным ударом обратит войско в бегство. И чтобы этого не произошло, я объединил лучников в одно звено, которое расположил по центру. Вокруг него с трех сторон расположилась пехота, благо она имела добротные большие щиты. Нашу конницу я пока расположил в тылу в лесу. Как я и предполагал, бой начался с массированного обстрела конными лучниками. Но построение показывало себя наилучшим образом. А для наших лучников они стали легкой мишенью, так как врагом было потеряно главное преимущество конных лучников – скорость. Всадникам то и дело приходилось уворачиваться от деревьев. Так или иначе, пехота от массированных обстрелов поредела, и ордынцы решают ударить тяжелой кавалерией по флангам. Мои опытные копейщики встречают их, а свою конницу я вывожу из тыла, дабы завязать в ближнем бою как можно больше всадников. Очередная атака закончилась разгромом, и главное оружие ордынцев, железная дисциплина, стало ломаться. Мы, наконец, перехватили инициативу.
Вслед за разведывательным отрядом, с которым столкнулся Святослав, территорию Ростовского княжества пересек хан Золотой Орды Туда-Мингу с 20 тысячами всадников, ознаменовав начало карательного похода. За 3 месяца ожесточенных боев хан разбил большую часть ростовских войск. Осенью 1280 года Святослав Мстиславич был взят в плен, а затем казнен вместе с семьей на глазах у своего народа. Земли, которые Святослав объединял с таким трудом, ордынские полчища превратили в пепелище. Его законы отменили, его дружину перебили, а его имя пытались стереть из памяти. Но последнее им все же сделать не удалось. Современники вспоминали Святослава по-разному. Одни считали его мятежником, навлекшим беду на Русь, другие – мучеником, павшим за правое дело. Но и те, и другие сходились в одном. Он показал, что Орду можно бить, а разрозненные княжества объединить под сильной рукой. Так, спустя 200 лет Иван III Великий снова воспользуется кризисом внутри Орды. Он соберет русские земли, разгромит хана Ахмата и навсегда покончит с татаро-монгольским игом.